Запуск. Угу. Ничего нет. Сейчас появится. Все, значит ничего нет. Должно появиться. Все появилось. Ну, сейчас должно еще перевернуться. Вот. Ага. Угу. Как-то подтормаживает. Да, есть немножко. А вот и мы. Ребята, здравствуйте, всем здравствуйте. Всем привет. Всем привет. С воскресеньем вас, с очередным. Да. Как я уже сказала, жуткая жара у нас. Да, жара жуткая. Мы скрываемся под кондиционерами. На улице наконец-то лето, которое ждали, 35. Не витринки на улице и не облачко. Прям такое, прям лето-лето. Идеально было бы еще искупаться, но вода зеленая до ужаса, поэтому приходится довольствоваться кондиционером. Я вам сейчас покажу... Покажу. Шторочки готовые уже все. Покажи, шторочки наши уже готовы. Да, шторы у нас все готовы. Наконец-то у нас дом обжился, обуютился. Скажем так. Сейчас я рискну. Ты где у меня? Плечико поправляла. Плечико поправлял. К Масяне, может быть, или нет? К Масяне, да? Ребята, смотрите, какой классный детишки. У нас тут, я уже показывала как-то в Инстаграм, увидели на машине, с плакатом нас встретили. Вот, тут на днях я поехала собирать ягодку днем. Сашуля мне звонит: Маша, где у нас что-нибудь от Мэйски? Не знаю, усы, что угодно. Вот, в общем, пришла детвора с плакатом. Смотрите. В общем, Саша раздарил им все наши усы. Ну, не все, Ну, которые что смог, что нашел? Вот. Сколько счастья было в этих глазах. Это просто потрясающе. В общем, они с Мэйской сфоткались, с Сашей сфоткались, усы получили. Плакат нам подарили. И вот все такие счастливые, довольные. Ну там кому как. У меня усов на всех не нашлось. У меня были еще когти. Я раздарил по усику, по когтику. Ну вот так. Так, что у нас еще? Что еще? Да нет у нас ничего такого особенного. Пойдем к У Масяне. нас сегодня 2 посылки. 2 посылки. К Масяне пойдем? Пойдем. Так, слушай, к Масяне. Масяня дрыхнет, как сурок. Может быть, сразу уже с первого этажа брать с собой что-нибудь увкуснители всякие? Чтобы разбудить кота. Кирочка тоже пошла спать. Просто жарко. Да жарко. Тоже включу. Да, Машу, держи эту. Я схожу сейчас за сметанкой еще. Ага, Держи. ну давай. Ты к коту, я включаю кондиционер и все остальное. Так, я пришла к коту. Мяу! Кот! Сладкий! Привет, малыш! Так, а то я вот все тут разговариваю, а не читаю комментарии, потому что еще никак не открою, ребята. Так, что-то у нас опять подтормаживает. Странно. Сегодня вроде со стабилизацией должно быть получше. Так, сейчас я начну ваши комментарии с самого начала. Вон Привет, мои хорошие, привет, дорогие, все, кто сейчас покажу, да, все, кто присоединился, все, кто с нами, всем привет, всех обнимаем и шлем вам теплого лета, у кого дожди и холодно. Привет, вот он Мэйська, вот он красавчик. Прогноз погоды в Пензе 32 градуса. Ой, в Пензе намного больше, чем 32. Я вчера весь день ездила по делам и весь день показывала температуру за бортом 38 градусов, 38-40. Вот такую Саша соорудил Мэйски подставку под чашку с водой. Сюда мы ему отдельно поставили водичку. Он оценил, попил, все ему понравилось. Вот, поэтому... Ой, боже мой, все прилипает. Кошмар, как жарко. Кондиционер спасает. Да. Второе кресло мы сюда еще добавили. Теперь у нас тут такая лаунж-зона. Привет! Ты на сметану пришел, да? Не, он вышел сразу, как только ты спустился. Знаешь, что такое? Ну ладно, прибережем до потом. Дмитрий Овсянников, Мэйсина вкусняшка, Машина мороженое. Спасибо большое. Спасибо. Так что, ребята, да, в Пензе намного жарче, чем 32. Спасибо вам за комплименты, мне очень приятно. Так, как там Масяня? Ой, ты батюшка. Масяня прекрасно.
Ну, жарко, конечно, то есть сегодня мы вышли на улицу погулять в 5:30. В 5 он меня начал будить, в 5:30 мы вышли прогулялись по холодку, и с этого момента все, коты у нас выключились, жара их прям пришибает, хотя вроде бы кондиционер работает. Саша, Маша, привет, ребятки. Самая западная точка России с вами. Как прошла неделя? Амосян доказал свое футбольное мастерство с арбузом. Я как любитель футбола оценил. Спасибо. Да, он, конечно, футбольных дел мастер. Да, соседи нас очень удачно угостили арбузом, потому что мы бы терпели еще до августа, а к соседям зашли в гости, они нас угостили, и мы решили, что это знак. Так, и куда ты ушел? Эй, алло! Вот это здравствуйте. Кот и ребенок. Как вы справляетесь с 35-градусной жарой? Сидим дома. Сидим дома. Так, ну тогда я приду к тебе, малыш, и посижу с тобой. Ой. Красивое платье, какое у Маши сегодня. Спасибо, мои хорошие, вам за комплименты. Как планируете ухаживать за стенами? Ведь не обои, а брус. Не брус, а бревно. И как за ними ухаживать? Пропитывать периодически? Сколько, наверное, через Раз в 5 лет. Раз в 5 лет необходимо обрабатывать пропиткой специальной. Моются они прекрасно, то есть если Мыська там пришел с грязными лапами и отряхнул их в процессе того, как ему моют лапки, проблем никаких нет, тут же стер. Но оно уже бревно обработано. Да, но в любом случае уже обработанное, просто раз в 5 лет нужно обрабатывать, повторять. Так. Ну, все сильно зависит от химии, которую используют, то есть от лаков, восков и тому подобное. То есть есть какие-то вещи, которые через 2 года обновляют, какие-то через 3 года обновляют. То, что мы вот использовали, это на 5 лет его хватает. Ну, дальше будем смотреть. В принципе, зарекомендовала себя в лучшем свете. Привет из Красноярска, Саша и Маша и Мэйси. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам большое. Привет из Белоруссии. Привет. Ой, сколько у меня сегодня комплиментов. Боже мой, спасибо, как приятно. Очень и очень. Так, ну что, будет у нас сегодня вкусняшки или как, да, Масюш? Дай мне, пожалуйста. Секундочку. Я тебя поснимаю. Ты меня поснимаешь? Да, ты очень красиво тут сидишь. Да? Да, и смотришь Мэйски в доме. Как цветочек? Почти. Мама, Да. он там что-то говорит, да, как цветочек. Как цветочек, да, Мэйсь, Маша? Мама сегодня красавица, да? Выходи и ты, шмель мохнатый. Ходи. Выходи. Добрый день, рада всех вас видеть. Сегодня как раз день для мороженого. Ой, у нас вся неделя для мороженого. Мы просто с Сашей приехали в наш местный магазин, закупились мороженым, просто пакет мороженого разного набрали и в морозильник положили. Просто вот вместо завтрака можно, вместо завтрака, обеда и ужина можно есть мороженое, потому что дико жарко. Привет вам, милые пап, пусечки. Кайф начался. Спасибо вам, музыческой доброты. Мысюш, Напулечка, красотулечка, Мысечка. Ну давай я его буду выманивать. Тихо, сладкий. Он так смотрит на меня. Ой, Давай выманивать буду. давай, Держи. выманивай. А оно выманилось само. А оно само выманилось. Само выманилось. Да. Ох. О. Скажу, в это время по воскресеньям обычно дают вкусняшку. Какие кормовые добавки вы даете Мэйси к мясу? К мясу, ну, добавляю немножко витаминов. Это, во-первых, это кальцивит. Дешевая такая штука, в любой ветаптеке продается. Можете купить, там в основном мясокостная мука. Вот, с добавочками всякими витаминными. Что еще добавляем? Да подожди, что ли. Все твое. Никто не... Иди сюда. Начнем вот с этого. Хитрец. Кошачья доля. Кошачья доля. Здравствуйте, привет из Вот. Санкт-Петербурга. Что еще? Омега-3 иногда даем, то есть это рыбий жир. Вот. Ну и сейчас у нас от Ичерки остался бадик один, Винал Адванс, да, он бад такой вот, и его еще прикармливаем, но просто чтобы не выбрасывать, потому что он достаточно дорогой. Вот. И ветеринар сказал, да я тебе сейчас дам еще, подожди.
Ветеринар сказал, что штука очень хорошая, и что в качестве бадика очень хорошо подойдет. Вот сейчас мы еще его добавляем. Да. А так в основном фитокальцевит и омега-3. Больше особо ничего не даем. То есть сбалансированное питание дает возможность не переживать о нехватке витаминов в этом плане. Какая у вас теплая погода. У нас в Азербайджане плюс 33. У нас даже еще жарче, чем у вас. Здравствуйте, привет из Санкт-Петербурга. Машенька, вы просто нимфа, очень красивая, воздушная. Спасибо большое. Так. Всем коты-любителям привет. Приезжайте в Калмыкию греться. Всем, кому нужно солнце. У нас в тени плюс 43. Ой-ой-ой. Да, Да уж, Ну, сомнительное помедленнее. удовольствие, я бы сказала, в тени плюс 43. Но все же. может, вы с Мэйской мороженку скушаете? Мороженку я сегодня уже ела. Больше не будешь? Нет, По ты можешь воскресеньям Мэйске одно? дать. Там просто, там есть такие, которые пломбир в вафельках, можно ему дать. Привет, любимая Давай, кота еще семья. ложечка и хватит. Мама подсадила на видео с Месси. Теперь ставит его в пример коту Пуфычу. Он у вас такой воспитанный. Целуем в носик Месси и Кирочку. Машуль, платье Так, просто облизывай. божественное. Спасибо большое. Вот так, Масяня, тебя ставят, твое воспитание ставит в пример. Но я бы не всегда его ставил в пример. Есть некоторые моментики, о которых мы будем умалчивать, да? Вон нос, у кого сейчас белый весь? Вон нос, да не рука у меня все, нос мой. Мой нос. Машенька очаровательная, Ты как молодец. всегда. И добряк Сашенька, вы мой бальзам на душу. И милаха Месенька. О, вся борода в сметане. У кого? Пойду за мороженым, правда, схожу. У кого борода в сметане? Вот. Ты такой классный. Да, у Мэськи всегда очень зевушки такие, скажем так, заманчивые. Всегда прям хочется за ним повторить. Теперь он вылизывается, красавчик. Сметанки наелся. Привет изо всех уголков нам передают ребята. Привет, привет, мои дорогие. Привет из Польши, из Иванова, Мэйси чудо. Привет, моя любимая кота семья. Привет вам из Днепра, у нас плюс 36. Как дела у Мэйси и Кирочки? Дела у котов прекрасно. У нас тоже жара, поэтому такие все немножечко вяленькие. Особенно на дорогах люди ездят очень странно. Чувствуется, конечно, жара, всех немножечко пришибла. Маша, you look very pretty today. Love the dress. Thank you. Смотришь, да? Что еще принесли? Тоже тебе, но сейчас подожди. Пусть подтает немножко. Тоже тебе, да. Не все, конечно. Конечно, не все. Делиться нужно. Маша, как незабудка. Ой, спасибо, сколько комплиментов. Мне безумно приятно. Саша, Маша, Месечка, рада новой встрече с вами. Будьте здоровы и счастливы. Вы отличная кот и семья. Наташенька, спасибо большое. Жара, это сколько? Я юг Украины, почти 40, с каждым днем только выше. Ребята, у нас тоже. Вчера, вот я говорю еще раз, кто вот только присоединился, вчера весь день ездила по делам, и с обеда и до самого вечера температура за бортом показывала 38-40, то есть, ну, прям очень-очень жарко для нас. Я вот что притащил, чтобы открывать Ой, ты посылки. какой молодец. Да. И он здесь, кстати, очень классно вписывается. Он здесь зимой будет жить, Точно. а летом на балконе. Итак, у нас будет один столик на двоих. Да, Мыся? Так, не нести посылки уже? Давай. Ой, он пошел за мороженкой, по-моему. Ну, он... А, нет, в Ну, окошечко, любопытствует. в окошечко отвлекся. Привет, любимая кот и семья. Машуня как принцесса. Ой, боже мой, не успеваю прочитать, ребята. Простите, пожалуйста.
Счастливая семья живет в своем мире и еще и нас радует. Молодые, трудолюбивые, добрые. Вот такими должны быть молодые люди. Стремиться к лучшему, быть позитивными. Спасибо. Спасибо вам Осторожно, сейчас огромное. перед кадром пройдут ноги. Ой, сколько комплиментов сегодня я получила. Боже мой, как мне приятно. Ну что, Катей? Так, Котей что, сметанку будет лопать? Нет, уже мороженое. Но Ну, пополам, можно. но пополам. Так, Так, лапы на стол не ставим. передаю привет из Соликамска. У нас 23 градуса тепла, а у вас все по-божески, я бы сказала. Так, это мне. Это тоже мне. Как по Пандополу. Из свадьбы в Малиновке. Ты потерпи. Тут надо картошку почистить. Ой, где-то вообще вон 48 градусов, я даже не представляю, где это такая жара. Пчелка Майя, Саша, расскажите про кошачьи родинки лентиго. Это опасно? Нужно ли что-то делать? Нет, это не... Анита, с любовью к вашей семье, благодарю вас, спасибо, дорогая. Так, Ну, вы, в принципе, правильно сказали, это родинки. По сути, любая родинка – это доброкачественное новообразование, да? Гипотетически, извините, пожалуйста, просто мороженое тает. Гипотетически Слушай, это вещь... прости, пожалуйста, доктор и ковид, здравствуйте, вот вам мини-донат, очень люблю котика, спасибо большое. Простите, что Сашу пришлось перебить немножечко. Да, в принципе, это было все, то есть гипотетически вещи опасны, да, практически, то есть на практике развитие там из доброкачественного новообразования в злокачественное крайне редкий. Вот. Но в то же самое время шанс существует. Но это приблизительно тот же шанс, что и утонуть в тарелке супом, да, такой же небольшой, но он есть. Мы сегодня мороженка. Отучить кота от кофе не получилось. Кофе нравится с любым вкусом. Скотч не боится. А вот запрет слазить со стола был воспринят как «Ура, можно!» Ну, хоть что-то. Мэйси очень органично смотрится на фоне стеллажа с игрушками. Сам как игрушечка. Плюшевая. Держи, держи, это все твое. Слишком холодно, да? Надо, чтобы подтаяло, да. Ну, я подожду. Тебе еще наковырять? Котей. Он такой голубоглазый, тут еще прям у него свет так падает на него. Это мое. Так. Дмитрий Овсянников. Привет вам из Сургута. У меня тоже кот Маркиз такой же умный, как Мэйси. Маша, ты чудо и просто красавица. Спасибо большое. Умных котов на самом деле очень много. И они, пожалуй, я бы сказала, что они все умные. Просто кто-то прикидывается, что он... Валенка прикидывается, но это нарочно. Да, да. Нет, ну на самом деле, то есть животные, как и люди, со своим уровнем интеллекта, точно так же, как и у нас, и это все очень индивидуально. Но как умных людей их достаточно большое количество, так и умных животных большое количество. Вопрос в том, как они открывают свой потенциал и хотят ли они это делать. Дарт Вейдер, привет из дождливой Норвегии, любимый кот из семьи на бассейн, раз в вашем море вода зеленая. Олег, Олечка, спасибо большое, ребята. Мы, кстати, думали о том, чтобы приобрести какой-то маленький бассейн, просто вот... Ну, сейчас есть надувные джакузи, вот такие, достаточно Да, вот что-то такое с водичкой, небольшие, то есть там втроем, вчетвером можно вместе посидеть в в плане луже, того, грубо говоря. Да. Побулькать, мыску с собой взять, Да, да. если он Что-то полезет. такое нужно. Ну, сейчас наставить мороженое. Привет, мои любимые. Так, куда ушел мой кот? А он наелся, ему больше ничего не нужно. Ты хитрец, да? Ты считаешь, что ты такой, тебя пришли как будто просто покормить, я так понимаю? Не зашло мороженое. Зашло, но немного. Просто до этого была сметанка, поэтому вот так. Ну, может, мороженое такое. Ну, не знаю, не знаю. Для меня все вкусные. Ну, извини, пожалуйста, у тебя нет такого обоняния, как у животных. Олечка, привет из Санкт-Петербурга. Вы радостная витаминка на целый день. Спасибо большое.
Это вам спасибо, что мы для вас такие витаминки. Кирочку покажите. Пойдемте. Так, тут почему-то подтормаживает в уголке у Масяна. Видите этот бугорочек на кровати? Все, вы увидели Киру. Это Кирочка. Единственный член семьи, которому не жарко. Так, даже не здесь. Вот она. Кирочка — это единственный член семьи, которому всегда холодно, мне кажется. Она и на палящем солнышке развернется. Жара, конечно, просто потрясающая. Ох, красота. Собирается уже потихонечку вольер. Поставили уже 2 столба и основание положили. На следующей неделе ребята будут доделывать вольерчик. Ну, в прошлый раз ребятам, когда показывали, еще бетон не залили. Все, уже залитый бетон весь полностью. Обмазан, проклеен. Уже, да, основание положено. Так что 2 всё столба потрясающе. стоят, да, целых 2. Привет из Риги. Только вернулись из Италии и сразу на эфир попали. Прям в восторге. То, что надо после перелета. Пум прекрасен. Спасибо. Теплый вольер докрасили, поставили Да, он у нас наличники сменился на него, цветом. да. Теперь он весь такой же рыженький. Наличники поставили, уголочки поставили, да. Все столбы будут такие же рыженькие. В общем, все будет в одном цвете. Потом еще будет забор, наверное, такого же цвета, да? Угу. Деревянный забор сделаем вместо этого. Так, Я пойду выкину мусор. давай. Вернусь, минуту. А я к тебе пришла, кот. Правда, у тебя тут подтормаживает почему-то. Непонятно. Вчера Мэйси всеми лапами на арбузе был просто шикарен. Саша и Машуня был лучший. И, да, Масян вчера, конечно, выдал. Мы сами удивились, что он так пытался на этом арбузе устоять. Привет из Дюссельдорфа. Доброго вам дня. Зайка, у меня предложение. Пока размораживается мороженое, дрыхнет кот, можно подковать посылки. Давай. Давай. Саша, скажите, пожалуйста, как у вас сделаны откосы на окнах? Пластик или штукатурили? Так. Это дерево, под деревом пена и герметик. Герметик такой же, как между бревнами. Да. Согласен, да? И ты видел, как это делали. Ты мой сладкий. Пошел попить. Очень Остается очень. мне зря, мы ему что, миску это поставили? Почему? Он внизу теперь пить не будет. Ну, вниз же сходить нужно, это лениво. Чтобы брюхо не росло. Фитнес. Облизала весь экран, пока целовала Мэйскину мордочку после мороженого. О, боже мой. Откос, а почему не спросили? Незаметно, что это дерево? Не знаю, Сашуль. Ну, может быть, просто выглядит как издалека-то просто белый, и поэтому непонятно. Ну, то есть наличники накладываются так же, как и в любых деревенских домах, да, потом просто единственное, что сейчас новыми технологиями, вот этот зазор между бревном и самим наличником, он запенивается пеной, да, и потом промазывается герметиком, чтобы не было доступа ультрафиолета, чтобы пена не разрушалась. Ну и получается такое монолитное окно. Так, ну что, давай попробуем открыть посылочки. Так. На одном написано «Осторожно, хрупкое». Сейчас будем смотреть, буду аккуратно открывать. Будешь Без- аккуратно? Без Давай. варварства, да. С какой стороны сидишь? Ну, вот здесь, наверное. Так удобно будет снимать? Да, Потянуть? да, конечно. Так, Так. начинаем с того, что хрупкое. Начинай с той, которая маленькая. Ее можно открыть на большое, потом маленькую убрать и большую открывать. Так, а вот от кого у нас эта посылочка? Машуля, а сбоку еще ярлык? Нет, здесь просто бокс, что-то там. А, вот здесь может быть, да? Нет, только написано, что это какие-то продукты. Так, ну, потому что очень за... Ольга пишет: Маша просто принцесса, вы красивая пара и любимая моя кота-семья. Ольга, спасибо огромное. Чего, Маш, никак? Да, вот здесь заклеена просто наклеечка от кого. Нашли тоже, куда приклеить. Да. М. Нет, так не кроется. Ладно, вдруг там сейчас есть записка. Давай посмотрим. Вижу, что посылка из Америки пришла, из Соединенных Штатов, а вот от
заклеено. Кому написано, от кого заклеено. Это витамины. Витамины? Мамордика. То, Это мы мамордика. искали, ребята. Кто прислал, отзовитесь, пожалуйста. С Вполне ума вероятно, сойти. даже это заказали просто с магазина и выслали. То есть вполне вероятно, что имя, которое стоит на коробке, откуда отправлено, это может быть не имя человека, а организация просто, которая отправляет. Потому что даже коробка, вот она, Обалдеть. фирменная. Просто 6 баночек. Обалдеть. Спасибо огромное. Ну, теперь что я могу сказать? Я знаю следующий бадик, который будет употреблять Месси. Ну и мы, наверное, вместе с ним. Ну, в любом случае, показать... Огромное спасибо, действительно, огромное спасибо прям. И, пожалуйста, напишите на почту, кто это отправил. Потому что, да, мы не можем даже вас отблагодарить как следует, потому что нет координат. Это посылка от Оникс Александры. Какая фамилия красивая. Оникс. Александра Оникс. Камушек такой есть, Ага, да? ага, да, полудрагоценный камень. Так, написано, что хрустя. Основательно тут запаковано. Надеюсь, Почта России ее не сверяла. Хотя, думаю, Но что Почта да. России может удивить, а не умеет. Я думаю, что это для пущей, может быть, это написано, чтобы более аккуратно как-то относились, поэтому, вполне вероятно, это такой лайфхак для почты. Ой, Записочка. записочка. Добрый Ой, день. I love Messi, WeChat Mimi. Я вот как так, спасибо большое на китайском, китайский никнейм. Thank Не you могу very прочитать, да. Thank you very much. much. Так, здесь что-то... О, картина! Так. Циферки 1. Давай сейчас будем располагать. Ну да, давай пока. Кот. Да, 1. валяется. Так, У тебя там, 2. у тебя там план есть, да? Да. Сейчас я прочитаю письмо. 4, 3. Так. Как так это должно быть? Машуль, я понял как. Подожди. Подержи, пожалуйста. Я понял как. Смотри. Ну, нет, у меня здесь просто есть план. Здесь так, да, примерно. Я, наверное, понял как это. Смотри, Подожди, я вижу. Сейчас. Ну да, примерно так, но просто для красоты чуть выше, чуть ниже вот эти штучки. Так, пока читаю письмо. Добрый день. Давай. Хочу немного рассказать о картине. Так, если позволите. Для меня она символ единения человека и природы. Единение жизни и смерти, единение тех, кто еще не пришел в наш мир, и тех, кто уже Прошу прощения, Почерк потому что врача? да, сложный такой почерк. Она показывает то, откуда мы все появились и куда когда-нибудь отправимся. При этом в ней нет при этом в ней нет Вот так. обреченности. Вот так это должно получаться. Надеюсь, вы увидите в ней свой смысл тоже. Ниже схематичное расположение модулей, как это видит художник, но вы можете разделить или расположить по своему желанию. Маленькие модули подписаны с обратной стороны. Да, я вот как раз и искала, где там циферки. Мир, спокойствие и гармонии вашему дому. Будьте счастливы. С наилучшими пожеланиями, Александра. Александра, спасибо огромное. Очень красивая картина.
Ну, я вроде как будто аккуратно разложил, но, по-моему, опять же, Нет, очень красиво. несимметрично очень немножечко. Здорово. Спасибо огромное. Действительно, спасибо, что подписали, что очень хрупкое, но благо, что без стекла. Так, я тогда складываю обратно. Да. Ольга пишет: вы мне дарите с каждым видео и прямым эфиром улыбку на целый день. Спасибо за позитивное видео. Ольга, спасибо вам огромное. Мы нечаянно. Ну, нечаянно, нам очень приятно. Ой, кот выполз. И скажи, я давно тут, пока вы распаковывали, я смотрел все, что вы распаковывали. Да. Так, ну что, пока тогда я оставлю это здесь, да? Угу. Куда она пошла? Привет всем с Армении. Мэйси, вся Армения тебя знает и любит. Класс. Мэйсь. Спасибо. Вот. Привет Армении, говорит. Спасибо. Привет, Саша, Не Маша. уходи. Саша, вопрос. У нас собачка Чау-Чау, 3 года. Он очень сильно боится воды, не дает себя помыть. Ни со шланга, ни в ванной. Что делать? Ему жарко, 42 градуса. Уже и подстригли, но этого мало. Помогите. Ну, я думаю, здесь только мокрая тряпочка, если вы Ну, тут действительно, да, то есть, если собаке жарко, мы ее уже подстригли, то есть помочь больше практически ничем нельзя в этом плане, да, то есть рецепт прост, вы его, наверное, однозначно знаете, раз вы собаковод. Вот, то есть, что мы сейчас в данный момент делаем, животному стараемся облегчить, насколько это возможно. Ой, Александр, спасибо большое, без сообщений, просто денежку прислал. Александр, спасибо вам огромное. Вот, мочите холку, мочите грудь собаки, так как потовых желез у них нет, а точнее они есть, у них только присутствуют только на лапах исключительно. То есть таким образом облегчаете существование. Ну и что, в такую жару никакой улицы, да, мокрое полотенчик и никакой улицы, больше ничем не поможешь. Сейчас все животные, то есть у кого жара стоит и уже не первый день, и отказываются и от еды, и кушают плохо, и от выгула отказываются. Вот, поэтому побольше, то есть держите водички дома. Ирина пишет: Мэйси на большой арбузик. Ирина, тут на огромный арбузик хватит. Спасибо огромное вам. Будет арбузик большой. Вот, то есть собак сейчас старайтесь не гулять, в принципе, то есть больше ничем не поможете. И если уж гуляете с собаками, то есть ей не вмоготу даже в такую адскую жару выходить на улицу, есть привычка. Вот, не забывайте, если собака у вас перегрелась, поить ее ни в коем случае нельзя. То есть перегретые животные сначала охлаждаем с помощью мокрых полотенец и подобных средств, которые есть сейчас в изобилии в магазинах. Ну а так, то, что есть под рукой, махровые мокрые полотенца пить не даем, пока животное не остынет. Когда остынет, уже только после этого. Вот. Но часто животные разумнее нас в этом плане, они сами отказываются от воды в такие моменты. Очень рекомендую с собой носить такие. Часто видел на прогулках у опытных собаководов, они с собой уже в рюкзачке носят пульверизатор, такие продаются в хозяйственных магазинах, или опрыскиватели они еще называются по-другому, ну, в которые воздух накачиваешь и водичка подается под напором. Вот они ходят и бесконечно поливают своих собачек. Ольга опять пишет: на креветки Месси и подарки вашим котикам красивым. Ольга, спасибо вам огромное. Машинка, держи. В этом. Вот, но. Ну давай я, допустим, я тут шевелиться собирался. Тебе тут не дует кондиционер? Нет, все хорошо, зайти. Ну смотри. Так, вот я хотела уже столько сообщений прочитать. Так, тут подтормаживает все что-то. Но она перестала подтормаживать. Доброе утро, здесь из Бразилии, город Куритиба. Я очень люблю тебя, прекрасная, красивая пара. И этот котенок, который приносит мне много радости. Так благословит Бог эту прекрасную семью. Элизабет, thank you. О, привет из Африки, из Нигерии. Мы тоже плавимся от жары 52 градуса. Но с вами сразу легче и уютней. О, боже мой. Ребята, вам... Да, конечно, мы сказали, что у нас там, да, у нас 35, и вы решили, что у нас вообще мороз. После ваших 52. Да, 52 это... Это, в принципе, яичницу можно жарить. Да, спрашивает, Маша платье шила сама? Да. Да, шила сама.
Элис де Мишел. Shrimps for Messi and Co, please. Thank you. Будет. Привет, котики. Месси на еще один арбуз. Олечка. Ой. Спасибо, дорогая. Мы в результате Масяну купим палатку на рынке, будет арбузами торговать. Сам будет выбирать. Точно. Маша, вы так освежающе выглядите. Спрашивали про... Сейчас еще найду сообщение. So hot. I want to lick... Так, платье волшебное, да, шила сама. Александр опять пишет. Кот прекрасный. Александр, спасибо огромное. Так, про Кирюшу спрашивали, гуляла ли Кирюша у нас во дворе. Во дворе пока еще прям гулять не гуляла, потому что там много всякого, скажем так, откровенно хлама лежит на строительного территории, мусора, да. Я просто не хочу кошку там вытаскивать потом откуда-то из этих досок. Но она уже с удовольствием просится именно выйти На улицу, на террасу. Да, вокруг дома она кружок уже нарезала. Да, Да, мы с ней вместе осмелела как раз кошка. ходили утром. Вот, так, да, потихонечку выходит. Так, здесь я даже себе еще вот сохраняла комментарии, ребята писали. А пока Масяна кормили мороженкой, пришел Маркиз и тоже попросил вкусняшку. Видимо, теперь обед в воскресенье, время для вкусности для всех хвостатых. Ну, по-моему, это Да, хорошая да. традиция. Маша, подскажите, как Саша расскажите, как Саша решился примерить Кирин домик. Ребята, это такая была случайность, мы просто... У нас этот домик лежит на первом этаже, когда Кирюша туда приходит вечером, чтобы ей было там комфортно зарыться, ну, в прохладное время года, она любит во все это там залазить, вот. И он, собственно говоря, лежит на первом этаже, как ее домик, чтобы ей там было комфортно. И тут пришла Кирюха, Саша взял этот домик, чтобы ей предложить, чтобы она туда залезла, она туда не полезла, и он крутил его в руках, крутил и одел на голову. И тут заходит Мэйська, и я сидела рядом с ним просто на диване, и я схватила телефон, давай снимать, потому что увидела, что Масян остановился в дверях и как-то очень настороженно смотрит. И тут просто, конечно, ну, он порвал своим поведением, это было нечто. А помнишь, как он у нас на гермошлемы шипел? Шипел, да. У нас, мы когда с Машей приезжали, то есть когда еще гоняли на квадроциклах, приезжали, ну, то есть помоемся все, и шлем от квадроциклов очень часто ставили на спинку дивана. Вот. Ну, гермошлем, обычный мотоциклет и гермошлем. Как Мэйська их пугался, как он их боялся, он на них шипел. Он от них прятался в другую комнату, я помню, да? То есть он медленно очень привыкал, Да, мы постепенно его боялся. приучали, причем приучили тем, что я тогда забрал у него, открыл шлема и показал, что сквозь шлем проходит рука и там нет ничего. Но все равно он их только с открытыми забрал, именно к ним относился хорошо, если забрал закрыть, он сразу начинал шипеть и бежать, и убегал от них. Joel Mendes, Masha is very beautiful. Love from Goa to Messi and family. Thank you, Joel. Так, тут еще у нас сообщение. I sent Messi WeChat Mimi выражение to my friends every day. Thank you. Приходится переворачивать телефон туда-сюда, потому что по-другому сообщение... Я тебя услышал. У нас там вон товарищ весь намывается. Масян, не надо нам гостей. Нам строителей хватает всю неделю. Все. Картина очень красивая. Да, спасибо большое. Месси на арбуз, Дима Овсянников, спасибо большое. Следующая будет дыня. Маша, вы сегодня такая красавица, платье просто волшебное. Привет из Берлина, ежик в тумане, спасибо. Очень понравилось видео, где Масян играл с арбузом. Да, видео действительно получилось очень милое. Масюшка всегда так классно реагирует на арбуз, потому что ему очень нравится. Зайка, тебе правда не дует? Нет, Маша, все хорошо. Все хорошо. Классная пума, интересная картина, картина просто бомба. Сейчас умоется, я его Наверное, врач подарил картину, у врачей обычно почерк нечитабельный. Но на самом деле нет, конечно, я не знаю, но не до такой степени, как у врачей, просто сложно. Кстати, как вопрос дня от интересный Саши сегодня, вопрос итак. дня от Саши. Почему у врачей такой ужасный почерк?
Вот. Варианты. Вариант А. Они это делают нарочно, чтобы мы не поняли. А второй человек, как там, Юстас Алексу, а второй, который может расшифровать это, находится в аптеке, ты ему отдаешь эту бумажку, на которой написано «Кардебарды», и он тебе говорит: вам нужен ретинол? Где там буква «Р»? Вот. Я слышал мнение, что это латынь якобы так портит почерк, но не согласен с этим, потому что латинские буквы мы все с вами знаем, как они выглядят и почему они должны портить почерк, непонятно. Но вопрос действительно, насколько знаю, я как-то спрашивал у людей за рубежом, у врачей такой же ужасный почерк. Итак, почему у врачей ужасный почерк? Машуля? Вопрос дня. Оля, ребят, спасибо за такое прекрасное отношение к животным. Привет Масяну из Харькова, Украина. Олечка, спасибо большое. Привет вам тоже большой. Ирина Готман, спасибо вам. Да. Итак, кто-нибудь про врачей уже что-нибудь сказал? Нет, пока еще я не дочитала, не наш, сейчас найду. Не, у меня всегда складывалось впечатление, что они это нарочно делают. Типа у них и у фармацевта есть тайна, которую должны знать только они вдвоем. А нам не положено. А может быть, так и есть. Кукол Саша. Маша really blowjob queen. Thank you. Thank you. Димовочки и Мысина мороженка, да, дракошек, Москва, спасибо. Руслан. Ой, Руслан тоже, огромное спасибо вам. Так, потому что нужно быстро записывать лекции, поэтому очень сильно почерк портится. Потому что по работе им приходится много писать, и почерк портится. Вот так. Так, Ольга секундочку. Наумова, спасибо большое. Секундочку, почему тогда у милиционеров, у полицейских это нормальный почерк хороший, или у гаишников тех же самых? Представляете, сколько они заполняют за день? Ребята, водители, поддержите, сколько они за день заполняют протоколов? Я думаю, сравнимо с работой врача, но у гаишников в протоколе все понятно. Саша, это, видимо, природная отличительная особенность. Мой сын доктор, почерк с равным детства ужасный. А их, наверное, берут туда по принципу: приходишь в институт сдавать экзамены, если экзаменатор, то есть, может прочесть, что написал экзаменуемый, его не берут сразу. Специально так пишут, чтобы пациент не понимал, что там написано. Потому что приходится постоянно много писать, это самый популярный ответ. Врачей специально учат такому почерку, мне подруга медик рассказала. Обалдеть. Ну, либо сразу... Ужасный почерк, потому что в суде будет сложнее доказать вину врача. Ой, ребята, просто жуть. Ну хорошо, улыбнули всех. Ольга пишет: буду ждать в конце прямого эфира поцелуй в нос глаз от Саши. Вы супер. Спасибо. Ольга, обязательно будет. В прошлый раз у нас ускребся от этого. В этот раз не получится. Да. Они частично пишут на латыни. Но вот этого я, кстати, не замечала. Экономит время, потому что нужно быстро писать. Потому что им лень писать, и они друг друга понимают. Точно, точно. А мне еще кажется, что они друг другу, там, я не знаю, там врач-фармацевту пишет гадости про нас. Этот, не знаю, там, дайте этому нытику какое-нибудь обезболивающее, а то он уже достал, приходит ко мне 7-й раз. Он врачам придает значимости и скрывает их ошибки на всякий случай. Ой, классно, ребят, вы прям настроение усилили в 100 крат. Слушайте, ну поулыбаться поулыбались, а все-таки как же добраться до исконной причины? Почему же у них такой отвратительный почерк? Потому что это всемирный заговор врачей. Еще видела где-то сообщение про магию, черная и белая магия, что-то такое вот, потому что они что-то там колдуют. Где вот? Нарочно, чтобы не поняли, карта больного вообще пишется для прокурора. Я сейчас согласен, сколько раз у меня было, чтобы я из кабинета в кабинет нужно было отнести свою карточку, да, и пока сидишь, ждешь своей очереди, начинаешь листать карточку. Ну, очень интересно, что с тобой происходило с самого детства, там, да, не знаю, там, золотуха, краснуха, все вот это вот начинаешь листать. Боже мой, а там же, сами понимаете, там клондайк просто почерков, собранный за последние 40 лет моей жизни всех врачей, и ты когда начинаешь смотреть, там есть почерки ужасные, отвратительные и просто мерзкие. Других почерков я там не видел. Это вот с детской поликлиники, да, и заканчиваю вот уже... я нашла. Врачи просто используют черную и белую магию, потому что в рецептах они пишут магические заклинания. Вот слушай, а вот теперь сейчас будет гадость для Мэйски, которую я обещал. Он только умылся,
И я ему сейчас дам мороженое. И он опять будет умываться. Оно как раз растаяло. Мысюша, Мысюша, Мысюша. Ай, где Мысюша? Давай вот, сюда. вот. Вот, я поймал. Подтормозил. Мысюша, это тебе. Айшат Шарапудиновна, любимая Мысюша, спасибо, дорогая. Ну, я знал, что ты не откажешься. Итак, еще 30 минут умывания обеспечены. Катан, прости за подставу. Да ну долизывай уже. Сейчас доест. Не, он больше не будет. Hello, Masha, Sasha, Kira and Messi. Have a great day and stay cool. Your dress is beautiful, Masha. You did a good job. Thank you, dear. Thank you, Maggie. Thank you for your compliment. Подержишь? Я заберу уже миску. Все, кот готов. Давай, умывайся. Я тебе потом еще раз ее подсуну. Месси кот, который объединяет мир на своем канале. Это точно. Сейчас он умоется когда? Начнет опять засыпать, пойдем Киру мороженым покормим. А, точно, да. Стив Макмехан. Love and appreciate you both. And we adore Messi, the beautiful Puma. Thank you, Steve. Cool, Sasha. Masha's... Понятно. Как попросить человека вести себя как-то, я не знаю... Надо объяснить ему, что еще одно такое сообщение, он будет заблокирован. Да, ну как его заблокировать, чтобы он... Ну я в любом случае, да, заблокирую, просто в чате я его еще не видела. Ну, что тут сказать? Кэти Рид, thank you. At him, thank you very much. Так, не знает латынь, потому что... Ага. Ребята, привет из Барселоны. Спасибо за Месси и его счастливую жизнь. Удачи вам. Озвучьте, пожалуйста, что нужно для Месси. Ребят, у него... Ничего не Да, нужно, у него все при есть. все есть. Он довольно счастливый мальчишка. Мне кажется, ему вот больше ничего не нужно. Саша, Маша, давно я с удовольствием смотрю ваш канал. Сколько Масян спит? Ой, Спасибо вот большое. сейчас где-то уже, наверное, часов 16-18 в сутки, где-то так. Если раньше, пока был помоложе немножечко, это было там 14-16, то сейчас уже 16-18, то есть мы вышли на нормальный такой взрослый график, побольше поспать, поменьше подвигаться. Вот. Но мы все равно там стараемся гоняться побольше. Сейчас вот уже планируем потихонечку начать выходить на занятия на площадку. Так как парки открыли, я так понимаю, что и занятия сейчас начнутся. Уже можно будет это делать. Вот. Надо уже немножко приходить в форму, и нам, и Месси, всем дружно. А то мы с этой стройкой облешили тут немножко. Да. Hi from Japan. I'm a big fan of you. Hello, friend. Они шифруют рецепты для аптеки. Потом аптекарь воспринимает психику пациентов. Но у меня вот, действительно, знаешь, как это... У меня ощущение, что они вот как два компьютера между собой разговаривают, врач с фармацевтом, вот этот... Ты все слышишь, ничего не понимаешь, а с той стороны все прекрасно понимают. Еще врачи устно говорят витиевато, чтобы непонятно было. Даже друзья врачи слова в простоте не скажут. Ребят, приблизительно такая же ситуация с юристами. Их этому учат, наверное. Если у кого-то практикующий юрист есть в друзьях, ох, как с ними долго разговаривать даже на простые темы получается, и как они витиевато выражаются каждый раз. Я думаю, что если у кого-то есть друзья политики, мне кажется, это такая же манера общения. Машенька looks like a princess today. Kinga, thank you, dear. Thank you very much. Всем привет из Украины. Привет из Германии. У нас прохладно и нет солнца сегодня.
так. Это на самом деле другой язык, медицинский. На русском пишут единицы. Вот так. Макс Майер. Привет, Мэйский и кот и семье. Привет. Привет, привет. Большой-большой привет. Вот мне всегда интересно, а задние лапы зачем умывать? Он их вообще, вот они вот вообще никак в еде не участвовали. Маша, не читайте вслух, если не уверены в переводе. Дело в том, что я не успеваю перевести, точнее, как я начинаю читать и уже до конца досматриваю сообщения в процессе чтения, поэтому я останавливаюсь и, грубо говоря, первое слово только прочитываю. Так, секундочку. Сейчас перед вами происходило уникальнейшее явление. Просто уникальнейшее. Это когда клоун платит, чтобы на него посмотрели. Обычно все платят, чтобы посмотреть на клоуна. В этой ситуации клоун платит, чтобы на него посмотрели. Это уникально. На это стоит посмотреть. Нет, действительно, просто это сложно. Я понимаю. Я просто пытаюсь это прочитать сообщение, действительно, и поэтому я в процессе чтения только и воспринимайте это немножко по-другому. Если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к этой ситуации. По-моему, мой вариант изменения отношения вполне даже ничего. Ну да, я с тобой согласна. Pet Food Studios. Aloha to Messi from Hawaii. Oh, hello. Does he like? Aloha, Гавайи. Does he like pineapples? He is so beautiful. Thank you very much. No, he don't like pineapples. Ананас. Нет, не ананас. Pineapple это... О, что такое? Ну, в любом случае, он... he eats only watermelon and pumpkin. Готов, все. Слушай, дай-ка попробуем. 3-я серия удастся или нет? Заход номер 3? Это же издевательство. Ну слушай, его же никто не заставляет. Это не издевательство, это проверка на сообразительность. Скажите, показывал ли Месси своим поведением сегодня ко Держи, мне не сладкий. подходи? Так, чтобы прям вот вообще ко мне не подходи, нет, но... Нет, не прокатило. Ну бери. Ну давай. Стоит и манит. Ну, Месси. Борис Негророса. Привет, Месси. Привет, Борис. Так, чтобы вообще ко мне не подходи, нет, но когда он хочет побыть один и не хочет, чтобы его трогали, он просто уходит подальше, в другое место какое-то, чтобы к нему не подходили. Ребята, скажите, пожалуйста, на каком сайте заказывали румбу последний? Тоже задумался о покупке. Фекелдер. Ребят, на официальном брали на aerobot.ru, Да. У официалов брали. Вопрос весь в том, что у всех в России, кто официально работает от iRobot, цены одинаковые получились. У них в тот момент была какая-то акция небольшая, по-моему, доставка была бесплатная, что-то такое, да. Было, да, почему мы вот именно... Вот, но в принципе такая ситуация во всех магазинах одновременно, и цена идентична во всех магазинах. Брать у кого-то стороннего очень боимся. Сейчас возьмешь серятину какую-нибудь там, да, подделку имеется в виду. Вот, а мы не хотим выполнить нашу привязанность к румбу, потому что мы его проверили уже годами, его работоспособность, поэтому мы не хотим ничего другого, от добра не ищут, как говорится. Вот. Поэтому брали у официалов. Ну и обратиться за той же самой поддержкой, помощью, ремонтом намного проще, чем откуда-то еще заказывать. В принципе, кстати, частая ситуация, что у официалов цена даже бывает дешевле или какие-то акции. То есть, когда автомойку брали, Керхер, когда ее покупали, там нам что-то каких-то подарков надарили, какие-то очки, там защитные, какое-то средство еще там. Такие плюсики небольшие. Пойдем Кирюху кормить. Этот все. Пойдем. У него не спит только хвост, и то кончик. А арбуз Мэйска не ест, он только вот его расковыривает, скажем так. Шкурки только его интересуют, сама внутренняя часть арбуза его не интересует. Я сделал вывод в свое время, что с арбузом эта ситуация заключается в чем? В том, что арбуз это классный такой мячик. Что арбуз это классный мячик, мячик, который разрушается. Это очень здорово, это очень интересно. Обычный мячик, погонял и погонял, а тут можно куски откусывать, да. Это очень интересно. С точки зрения кота. Так.
А где тут принцесска у нас? Под одеялом прям. Прям под одеялом даже не Да. под... О, Так все серьезно. о, как все запущено. Ты будешь? Ой, Мороженка. Маёженка. Ну давай с ложечки покормлю. Ты серьезно, что ли? ты чё, малыш, кушай мороженку. Вот такая под одеялом принцесса. Завтрак в постель, Кирюш. Смешнючая. Эй, осторожней давай. Давай вон из тарелки тогда ешь, если из ложки не умеешь. Как же с вами хорошо, отдыхаю душой и телом с вами. Мыска просто чудо, Машенька красотка, как всегда. Спасибо большое за комплименты. Здорово, что вам с нами так хорошо. Ты давай тут потише, осколочными своими. Привет, Саша и Маша, спасибо за Ну позитивные эмоции каждое Так будет воскресенье. лучше. После ваших эфиров не выдержали и тоже купили нутеллу. Ребята, это очень классно. А еще хотела, знаете, что сказать? Ну, во-первых, мы плохого не посоветуем. Мы обычно говорим, что если нам что-то не понравилось, то это не понравилось. Если понравилось, то это так. Вот. Не так, Маш, ну не честно, мы плохого не посоветуем. Мы все-таки советуем на свой вкус. Понравилось-то нам. Ну, я и Это говорю, не факт, что... что всем Нет, понравится. конечно, я и это имею в виду, что просто люди многие полагаются там на наше мнение, но, как бы, да, естественно, у всех свои вкусы там и так далее, вот, Ну но да, так я не ты об этом прекрасно хотела знаешь, сказать. что на вкус и на цвет все фломастеры Я разные. хотела к чему это все сказать? К тому, что вот в последний раз была посылочка, и там, помните, были такие 3 маленькие баночки нутеллы, израильская нутелла. Мы ее тоже попробовали, сравнили с нашей российской и с той, которую присылал Костя тогда из Германии. Они все 3 разные. Действительно, они все 3 разные. Вот правда разные. Разные очень. Мы пробовали их и с закрытыми глазами, и с открытыми глазами. Но израильская самая сладкая оказалась. Да, она самая Вот. сладкая. Израильская самая... Вот знаете как, яркие отличительные такие особенности. Израильская самая сладкая. У российской самый яркий ореховый вкус. Вот и аромат очень яркий, сильный, прям вот ореховый. Вот. Немецкая такой баланс, немецкая самый шоколадный, вот так скажем. Да, самый вот шоколадный и форму держит офигенно. Да. И у немецкой именно консистенция очень интересная, потому что если у тебя, например, получился завиточек такой, Да, ложкой, когда берешь, ложкой, когда берешь, он таким и остается. То есть у него очень интересная консистенция. Они действительно 3 разных вообще продукта. Так, Пошла доела. довольная. Теперь это умываться будет. теперь ты будешь умываться. Красота моя. Шею себе опять содрала. У нее еще. есть привычка обо все обтираться, обо все углы, вот Но она какие-то так же, как и Несколько поверхности. метит, просто Да, у нее нет защиты. Но у нее нет защиты, поэтому вот она вся такая шея подранная у нас. Поцарапанная, не подранная. Ну, здравствуйте, пожалуйста. Ничего, что мы к вам лицом, а вы к нам хвостом. Ладно, сейчас пойдем и отсюда докармливаться. Так, кто-то спрашивает про посылки. Ребят, посылочки уже открывали. Николай. А вы делаете задачки для Месси? Какие ему интеллектуальные нагрузки даете? Ваши коты лучшие. Спасибо большое, Николай, за интересные вопросы. И... Ну, в качестве обогащения среды, то есть постоянно что-то придумаем. Как это сказать? Разгадывать задачки он у нас не любитель. В свое время я пробовал сделать такую штуку. Ну, может, будешь все-таки еще? Вот, пробовал сделать такую штуку. Секундочку, еще Елена Раптанова. Смотрю, вас ем креветки и получаю двойное удовольствие. Шлю денежку Масюше на креветки, они дорогие, зараза. Кстати, в Перекрестке акции очень часто проходят, и там креветки очень хорошие, мы всегда там берем. И рекламу к Перекрестку такая. Нет, да? я именно за креветками всегда Я заезжаю в шучу. Перекресток. Я, безусловно, шучу, Маша. Итак, то есть про загадки. Мы, на самом деле, не любители разгадывать загадки. Да, про тебя рассказываем. Пойдем, про тебя расскажем. Пойдем. Вот. В свое время, то есть я пытался сделать что? Кто-то помнит, кто с нами давно? Пытался играть с Месси в наперстки. Но только наперстки были взрослые. Это были 3 10-литровых ведра пластиковых. Вот. Под них пряталась Мессикина любимая игрушка. И нужно было отгадать, в каком ведре. Но, честно говоря, это был такой эдакий способ дрессуры, да, и мы в тот момент тренировали, то есть поиск вещи по запаху. Вот.
в принципе, он это исполнять может, но ему лениво. Ему действительно лениво. Поэтому обогащение среды у нас происходит другими немножко путями, то есть перемещением вещей, ротацией игрушек, ротацией, то есть знакомых вещей. Как вы видите, то есть подстилка сначала одна у него находится, потом она уходит, на ее место приходит другая подстилка, подстилка на этом месте есть, потом ее на этом месте нет, она появляется, то есть постоянная ротация всего. По сути, да. Ну и самое главное, то есть, я думаю, вы это многие очень прекрасно знаете, что у животных, ну, то есть я говорю конкретно про кошек, собак, что мозг растет всю жизнь. Вот, растет всю жизнь, поэтому каждый раз давая новые задачи, на рост мозга как раз и очень активно влияет именно новые задачи, новые впечатления, новые места, новые все. У нас пока на данный момент, за последние полгода, вещей для обогащения среды Мэйски более чем достаточно. Эй, ты что делаешь? Поясню очень просто. Я не знаю, куда-то надо закопаться там у тебя хочет. Поясню очень просто, ребят. Стройка. Постоянно меняется, переезжает с места на место вещи, новые запахи, новые какие-то появляются штуковины. Сейчас вот, я не знаю, там делают автополив, какие-то привезли шланги, вон поставили какие-то флажочки свои. Кучу каких-то приборчиков притащили. Мы же каждое утро и вечер выходим, мы это все обнюхиваем, мы это все осматриваем, постоянно меняется территория, то есть обновление среды у него сейчас идет очень активно, и в данный момент времени, откровенно говоря, я даже переживаю, что перенасыщенно, и я очень строго, вот с Машей мы очень часто об этом разговариваем, очень строго слежу за его психическим состоянием, потому что я боюсь перенасытить, то есть перегрузить мозг животному, то есть дать слишком много впечатлений. Откровенно говоря, вот поэтому тоже с Машей частенько разговариваем, из-за этого боюсь пока выходить на площадку, даже если площадка начала работать, боюсь выходить на нее по той самой причине, что очень много впечатлений. Переживаю за его именно психологическое состояние, главное не переусердствовать. Вот. А так, ну, обогащение среды... Я вам все, в принципе, сказал, вы прекрасно знаете, что нужно делать, то есть меняем вещи местами, старые игрушки прячем, достаем новые, периодически их меняем, таскаем животных в незнакомые места, приносим незнакомые запахи, даже если для вас это кусок гудрона, который вы всю жизнь видели, да, а для кошки это нечто новенькое. Принесите с улицы, дайте понюхать, потом выкинете, от вас у нее будет, кошке будет забавно. Где можно взять ссылку на вашу автомойку? Ребят, также мы просто на официальном сайте Керхера заказывали. Называется она i7, по-моему, да? i7, да, ребят. Мы брали i7, тоже читал по этим... К7. К7, да. К7. Читал по отзывам. Есть мойки подешевле, но более слабые, да. Есть мойка подороже, но более дорогая. Это из гражданских самый такой удобный вариант. То есть не профессиональной техники, а именно из гражданской. Опять же, заказывали на официальном сайте Керхер. Заказывали мы в период, когда только начался карантин, то есть первый месяц карантина, который было скучно дома, стройки не было, были свободные деньги, то есть оставались, которые были отложены на стройку. Вот, в связи с тем, что строители в тот момент не выходили на работу, это все, помните, да, значительно позже произошло, разрешили работать. Вот. Ну и это действительно очень полезная вещь в плане вот для дома, да. То есть мы отмывали ей и стены забора, и, ну, вообще просто дорожки. Мы отмывали все. стены забора, Машину. и дорожки, и машины, и дом, потому что это вот бесконечная, то есть наждачная бумага, представляете себе, вся эта пыль полетела, и вольер мы мыли, и как-то мы ее купили, еще Ичи была жива, мойку тогда купили и у Ичи, я даже, то есть вот только как зима была достаточно теплая, то есть как только была возможность, я уже у Ичи в вольере мыл ей, потому что, ну, деревянное покрытие пола оказалось не очень, как сказать, оно удобно для животного, но не очень удобно для обслуживания, поэтому сейчас мы, то есть, полы в вольер меняем на декинг, так называемый, это полупластиковая доска, то есть дерево с пластиком, экологичное, но в то же самое время очень износостойкое, и главное, по уборке это намного проще. Мы же почему-то, собственно говоря, и во внутреннем вольере, то есть в теплом вольере меняли полы на... Ой, забыл, ребят как раз тогда советовали, мы это ПВХ-плитка, да? Правильно называется. На ПВХ-плитку, ребят, так мы поменяли на ПВХ-плитку, действительно, во внутреннем вольере полы. Получилось очень здорово, при всем при том, что сейчас этот наш... Сашулечка, закрой, пожалуйста, там дверку, это хорошо, не очень хорошо. В данный момент времени у нас, то есть, получается, внутренний вольер пока временно является раздевалкой для строителей, в связи с тем, что в гараже велись тоже работы. Вот. Ну, плитка ПВХ показала себя на высшем уровне, то есть от кошки тоже
она не пострадает, по крайней мере, глобально сильно как-то не пострадает. То есть вот сейчас были подобраны уже грамотные материалы, уже, то есть на ошибках того старого вольера научились очень многому. То есть хотя бы то, что вокруг вольера, по периметру вольера везде монтируются дренажные канавы, то есть для того, чтобы вода после мойки уходила за пределы и вольера, и участка. Вот. И песочница сейчас делается уже немножко другим образом, чтобы там не задерживалась в ней вода, чтобы не было, ну вот помните, как у Ичель зимой было, что сначала была песочница, потом это превратилось в каток, вот, чтобы вот этого не было. Ну, много каких нюансов. То есть уже и, как сказать, и брус уже монтируется к бревну на анкерные болты, чтобы он не гулял, и обрабатывается все очень хорошо, то есть всем необходимым материалом. Костя пишет, первый час проспал, Месси в наперстке не лениво было играть, просто он играл только на интерес. Ну, это да. Ну, вот только на интерес, Костя, а как ты помнишь, да, он же у нас не пищевик, и поощрить его не получается. Вот. Приходилось подлавливать определенные моменты, чтобы у него вот это развивать. Так, еще у меня были 2 сообщения, которые я не прочитала. Ирина. Надо было перебить. Масюша, чудный кот, мягкая плюшка. Удачи вам во всех начинаниях. Спасибо большое. Оля и Милен. Привет, кот и семья. А общаетесь ли вы с Бобкэт ТВ? Мы с Катей, да, общаемся. Общаемся. Вот я что-то последний раз не переписывался где-то с недели, наверное, 3-4 назад. Когда есть какие-то вопросы друг к другу, да, конечно, конечно. Так понятно, то есть просто так, нет, не звоним, привет, как дела, что тебе сегодня снилось, нет, такого общения нет, но общение на уровне, скажем так, среднее такое между деловым и дружественным, да, разговариваем, общаемся. Я что-то не пойму, очень уже просто какое сообщение пишут, что, ребят, не могу отправить вам донат, нужны персональные данные, но где их писать, ответьте, пожалуйста. И ребята тоже тут еще и большими буквами пишут. Честно говоря, я не понимаю, почему у кого-то, не получается, потому что по ссылке, когда переходишь, вроде бы, ребята отправляют, и вы видите, что они в чате высвечиваются, никаких персональных данных мы никому не давали, то есть это, просто вы переходите, заполняете, я не знаю, как это все, честно говоря, происходит, вот, но раз ребята отправляют, значит, это все работает, вот, кто не может, если вы хотите отправить и не можете отправить, там, по ссылке доната, может быть, воспользоваться, там, сервисом PayPal, то есть адрес тоже там указан для PayPal, поэтому, ребят, честно говоря, не знаю, в чем проблема, но просто вот уже не первое сообщение такое увидела. На самом деле, будем откровенными, во-первых, мы сами себе никогда не донатили. Это нужно действительно завести стрим, с другого устройства зайти и самому себе задонатить. Я даже, честно говоря, не знаю, как это происходит, потому что ни разу этого не делал. Вот и я тоже говорю, не могу, но я просто вижу, что другие люди это отправляют, значит, это никаких сложностей не вызывает. Такой серьезный. Ой, хотя бы ветерочек на улице появился. Ирина. Саша в белом одеянии напоминает мастеров единоборств из фильмов 90-х. Интересно посмотреть на платье Маши. Начало пропустила. Да мы сейчас покажем. На, теперь ты иди корми кота. Теперь ты король Джулиан. Ну, не знаю. Зато я тебе в платье покажу. Будешь мороженое? С ложечкой мы кушаем, понятно? Да что ж тут непонятного-то? Из тарелки не ест, а? Я потом вытру. Ой, блин. Языком как этот, блин. Да он потому что смотрит в окно и ест параллельно. Ты просто не видишь, как это со стороны выглядит. Спасибо, я наелся, да? Он, мне кажется, себе на спину кинул, нет? На ухо. На ухо. Ты посмотри. Да. Мы поели. Сними его ухо. Сейчас. Вкусный, наверное, очень мороженка, да? Да туалетной бумагой надо все стереть и все. И на глазу у него тоже мороженое. Да что же это такое? Как так можно есть? И теперь еще все смотреть мешают в окно. Главное, платьем своим не стереть. Это да. На глазу, рядом с глазом.
И вот ухо, которое ты... Или ты протерла ухо? Уже. Стерла, да? Эх. Ну что теперь сладкое будет и липкое. Конечно. На, подержи. Ой, на шею ляп... Боже мой. Чудо-кот. Это не кот. Это чудо. Иди сюда. Оля и Милен, ребята, мы теряемся. Чтобы понравилось Месси, очень хотим прислать Масяну какую-нибудь радость. Какую же радость прислать Масяну. Ребяточки, пожалуйста, напишите на электронную почту. Вот в конце всегда в описании есть messi.puma@yandex.ru. Вот. Подождите, а почему нет? А я знаю. Что? Нам нужен новый рыжий ошейник. Новый рыжий ошейник. Да. Чтобы Масяну понравилось? У нас, вообще, рыжий цвет это наш. У нас же был ошейник праздничный. Вот. И ошейник повседневный. Повседневный ошейник у нас до сих пор есть, а праздничный, которым мы пользовались, его больше нет. Ну это да. Вот. Нам нужен рыжий ошейник. Привет, а Месси ягоды любит? Нет. Нет. PayPal перестал работать в России, у них переоценка рынка, и способ PayPal убрали из донатов. В смысле? У них переоценка рынка и способ PayPal... В смысле, Костя, у нас, то есть иностранцы не могут нам отправить или что? Ну, тут... Коты закормлены, эх, мне бы такой жизнь, Николай, спасибо большое. Костя, Костя, расскажи, пожалуйста. Нам платежи за рубежа приходят, это точно, потому что у меня на PayPal еще завязано несколько... Интернет-магазин у нас есть, да. То есть завязано на него, да. Еще завязано, то есть... Лео, спасибо. Еще, да, завязана пара тоже организаций на него, на PayPal. Они платят стабильно, стандартно, каждый месяц у них все приходит. И организации... Подожди, Валюшка мне, подружка моя из Соединенных Штатов, я тоже попросила у нее, чтобы она прислала $1, чтобы проверить, работает ли PayPal. И она отправила, и он тут же пришел, поэтому я, честно говоря, не могу понять. Нет, но с другой стороны, что могу сказать, то есть вывод с PayPal стал сложнее. PayPal же еще одну аутентификацию включал там, да? Вывод стал сложнее, стал дольше, ничего не могу сказать. То есть проблемы какие-то существуют, он работает не так, как работал там 2 года назад или 3 года назад, да даже год назад. Вот. Что-то стало не так, но что произошло, непонятно. Осторожно. Если происходит переоценка рынка, ну, с точки зрения PayPal, а больше платежных систем международных нет. Payoneer он не во всех странах, а вот PayPal везде есть. То есть, по сути, они монополисты. Ну, такая мировая монополия, вот причем интересно, получается. что такое. Котей тут. Пойдемте к нам. Кире коврик по душе пришелся, да, очень. Кирочке этот коврик очень нравится. Ага, ребят, вы знаете, что она делает с этим ковриком? Она разгоняется, прыгает на него, на и этот катается. коврик, и катается. Он по ламинату скользит замечательно. Но в связи с тем, что это искусственная кожа, то есть, как это сказать там, это же синтетика, и она обалденно скользит. Вот, она с разбега залетает на него, съезжает на сторону. Каждый раз, когда заходишь в комнату, коврик гармошкой собран где-то у стены. Ну, докуда доехала. Докуда инерция донесла. Вот 2 ложки мороженого, да? И полчаса умывания. Ага. Мне что-то иной раз даже коту жалко что-то такое вот там вкусняшку какую-то предложить, когда ее чуть-чуть там сыра какого-нибудь со стола. Потому что сейчас же полчаса и будет потом ребенок умываться. Перышки в порядок приводить. Кирюша и Масяну на пломбир и слюнявчики. Спасибо большое. Евкалинина, спасибо. А кто ленивый такой? Нет бы встать умыться. Гепарды, да, смешно очень эти лапы передние вылизывают на весу. Угу. Стоя такой длинной лапу держит. Ксения, котятам что-нибудь. Спасибо, дорогая. Ребят, подскажите, пожалуйста, почему у меня пишет: в вашей стране эта функция пока недоступна, а внизу пишет: к сожалению, в вашем регионе эта функция недоступна. Ребят, подскажите, что делать? Я не знаю, честное слово. Ребят, я не представляю, как работает вся эта система с донатами, поэтому, честное слово... У меня другой вопрос, все же работало. Все всегда работало. Ну, я не знаю. Что произошло, что случилось?
Ну, проблема в данной ситуации не с нашей стороны, да, я думаю, что это нужно писать. А что толку писать? Ну, сейчас мы напишем людям, да, они дадут нам официальный ответ, что в данный момент в вашей стране эта функция недоступна. И все. Нет, ну можно, Да, нужно написать, да, я думаю. не знаю. В саппорт. Ребята, отвлеклась на звонок, не знаю, ответили ли вы на вопрос, что делать, если кошка играется с едой, растаскивает ее по всему дому и только потом кушает. Можно ли как-то от этого отучить? Сейчас еще прям секунду. Наталья К. Масяне на дыньку от моих 2 кошек и кота. Они фанаты дыни, съедают больше нас с сыном. Невозможно им отказать. Люблю вашу кот-семью. Спасибо, дорогая. У нас Мэська не ест дынь, но поиграться это тоже святое дело. Ну, то же самое, что и с арбузом, то есть корочку мы отрываем, но то, что хрустит, вот корочку мы отрываем, а остальное мы не кушаем. Итак, можно ли как-то отучить кошку раскидывать еду и только после этого ее кушать? То есть не ест сразу, а раскидывает сначала. Вопрос, почему она это делает, это нужно уточнить. Вот. Нужно понаблюдать за кошкой и уточнить, почему она это делает. Мое предположение, то есть так вот, ну, сами понимаете, с 2-3 строк текста очень тяжело понять, что за животное, почему оно это делает. Скорее всего, это, то есть, продление охотничьего инстинкта. Маша, сообщение. Костя, да, пишет, прямые переводы на работают, ВКонтакте есть, но из донейшена убран. Потому что Россия давала только 4% прибыли. Из донейшена убран. Ну, в общем, я не очень понимаю. Прикольно. Ну, то есть, а прямым переводом-то можно сделать? Какая разница? Машуль, прямым переводом, то есть, если я с PayPal на PayPal это да. делаю, прямым переводом можно, да, то есть, если я хочу с банковской карты со своей на PayPal кому-то кинуть, и так уже не могу. То есть, внутри PayPal деньги гуляют, а за пределами не так гуляют. Это из Так, ну, секундочку, всё, тогда второй вопрос в этой ситуации. Соответственно, Костя человек грамотный, да, и обычно у него все данные такие взвешенные и проверенные. Вот. Соответственно, из этого делаем выводы, что с PayPal нужно прекращать отношения по той самой причине, что это ненадежная система не коммуникации, а именно ненадежная система платежей с нашими зарубежными партнерами. Вот, смотри, получается, ребята, вот Олег Соли тоже пишет, при попытке отправить донат через Donation Alert из выбора способа оплаты пропал PayPal, то есть через Donation можно теперь только с карты оплатить, Понятно. а с PayPal человек уже не может, поэтому мы перешли на суперчат. Они же раньше нам тоже присылали Да, вот, ну, вот помню. так вот, то есть донатами, а сейчас Ребята, сообщения присылают суперчат. А кто еще кому-то, если вдруг донатит, подскажите, пожалуйста, а Pioneer система такая, или Пионер, как ее у нас называют сокращенно, да, а она присутствует, то есть в этой системе как способ выбора, то есть, может быть, с Pioneer удобнее пользоваться, мир пользуется? Ирина, Мэйси красавчик, вы сейчас занимаетесь дрессурой. Сейчас, Иришка, ответим прям 5 секунд. Итак, вернемся сначала к кошке. Ну давай про дрессуру там немножко побыстрее. Вот, с дрессурой в данный момент только напоминание уже заученного, пока на площадку не ходим. Андрей Рус, всем привет, Маше, Кире, Масяну и Саше, копеечку на вкусняшки, если с платного суперчата не отправить. Все понятно, да. Вот. Итак, то есть про дрессуру я рассказал, то есть уже говорил сегодня, да, еще раз повторюсь, что сейчас пока на площадку, даже если она заработала, тащить Мэську боюсь перенапрячь его, то есть вот этими новыми именно впечатлениями, очень переживаю за его именно психологическое состояние. Садись, я тебя буду снимать. Вот. Сейчас, секундочку. Вот. По кошке, то есть то, что она растаскивает еду по дому, вполне вероятно, что это проявление охотничьего инстинкта, то есть сначала поиграть с игрой, потом с едой, точнее, поиграть, а потом эту еду уже скушать. Если это продление этого самого, то есть продолжение этого самого инстинкта, смотри, на лошадки поехали на речку купаться. Да, я видела, они постоянно ездят. Итак, вполне вероятно, это ее проявление охотничьего инстинкта. С инстинктами мы с вами ничего поделать не можем. Инстинкт — это у нас такая с вами, это догма, это биос вашего компьютера, то есть вашего животного. С этим мы с вами поделать ничего не можем. С этим мы должны каким-то образом смириться. Либо, ну, тут, опять же, понимаете, очень сложно сказать, слишком короткий текст, поработать было бы интересно, но тут нужно наблюдение за животным. То есть нужно выяснить причины, почему это происходит, почему животное делает именно так.
Так, сообщение еще у меня Да, вон есть. тут Кира сейчас ответит на него уже своими Ага, лапками. это точно. Ну, тогда ты поснимай, мне неудобно так и Кирочку снимать, она мешает. Pet Food Studio. Does Macy have any brother or sisters from his mom? Yes, yes. One sister and One one brother? brother. Да. Ребят, у нас тут еще, так вам расскажу, у нас тут весна, говорю, в нашем Пензенском зоопарке богата на события, и в этом же году сестра Месси с его помета, вы помните ее, да, опять принесла котят, принесла в этом году она котят аж 4, вот, но все котята погибли. Честно говоря, не все, один оставался в живых, не знаю, остался ли он. Вот. Да, Произошло да. следующее. Самец ворвался в клетку пумы с детенышами, с котятами, и всех погрыз. Вот. Всех погрыз. Один котенок остался в живых, но у него поврежден позвоночник. Не знаю, выжил или нет, но вот в этом году у нас племянников нет. Тетя Лена пишет. Добрый день, Маша и Саша. Поцелуйте Месечку от меня. Он такой красавчик, а вы добрая и красивая семья. Счастья вам, Масяне, и здоровья, тетя Лена. Спасибо. Спасибо, дорогая. У пионера сейчас большие проблемы. Да что ж такое? Никто с Россией работать, что ли, не хочет, я не пойму. А больше мировых систем платежей международных нет. Таких вот онлайновых. Вот только был Пионер и PayPal. PayPal самый крупный в мире. Пионеры это их вот прямой конкурент. А больше систем таких-то больше и не знаю. Больше нет, кажется. Я вот тоже не знаю. Приветики. Ну, веб-мани какие-то еще были. Там. Подскажите, пожалуйста, кошка породы Scottish Fold будет в 4 утра, просит кушать и играть с ней. Возможно ли ее переучить? Люблю вас. Ребята, смиритесь. Смиритесь, да. Это кошачий график. Ну, смотрите, да, все достаточно просто. Как я вам уже говорил, кошки бывают у нас, скажем так, в основном кошки у нас либо ночные, либо сумеречные животные. Вот. Дневных кошек буквально пара-тройку, не больше, из всего многообразия. Их очень мало. Вот. Для того, чтобы узнать, какое у вас животное, то есть ваша кошка ночная, она или сумеречная, мы смотрим на их зрачки. Ирина пишет, а Мэська днем не выходит на улицу? Не, Ирина, днем вообще никак. То есть утром и вечером, по холодку, как я это говорю, пока мухи не летают. Итак. Смотрим на зрачки кошек. Если зрачки у нас с вами, когда сужаются, превращаются в зернышко, то это сумеречное животное. Если они круглые в точку, то это ночное животное. Вас будет в 4 утра, потому что у вас сумеречные животные. Посмотрите на зрачки. Это их... Машуля, Костя? В Donation осталось. Оплата карты, куча способов. ВК, Pay, WebMoney. Сейчас я сохранила это сообщение. Яндекс Деньги, Софортбанкин, оплата с еврокарт, которым я сейчас плачу. В общем, я не очень поняла смысл сообщения. Костя перечислил варианты, которые есть в платеже, то, о чем я просил, то есть узнать, есть ли возможность какая-то другая. Вот все понятно. Ир тоже Фелина пишет, дочка с зятем из Барселоны всегда мне оплачивали продукты из интернет-магазинов по PayPal. Сейчас не принимают в России такие платежи, хотя их банки не против высылать в Россию евро. Ну вот понятно. Ну, PayPal уходит из России, что тут еще сказать? Ну, даже, может быть, не уходит, а сокращает свою работу с российским рынком. Вот. Итак, вернемся к коту, который будет в 4 утра. Вот. У вас сумеречное животное. Оно активно в сумерки, то есть рано утром, поздно вечером. На этот промежуток времени приходится его период активности. Да, и ничего вы с этим не поделаете по той самой причине, что природа создала это животное таким, чтобы оно вам не давало спать вечером, не давало спать утром. Есть один маленький лайфхак, который может вам помочь, но это не факт. С Кирой сработало, и как бы, то есть не то, чтобы она вас не будет будить в 4 утра, просто она будет приходить в 5-5:30. То есть если вас это устроит, то можете попробовать. Перед тем, как ложиться спать, то есть вот утренняя порция, например, еды, которая либо вечерняя, либо утренняя, которая там должна быть, я немножко даю ей перед тем, вот мы приходим ложиться спать, я немножко ей насыпаю, чтобы она поела перед сном. И тогда утром она просыпается позже. Вот, если у вас так сработает, можете попробовать, если сработает, то это вам хоть какой-то выход из этой ситуации, потому что, других вариантов нет. У нас ровно то же самое.
Ну да, то есть и с одним, и со вторым товарищем ситуация идентична. Ну, немного еще скрашивает саму эту ситуацию. Это темные ночные шторы. То есть, чем позже они видят рассвет, ну, обратите внимание, что зимой они просыпаются позже. То есть, Ну да, да, как все световой день зависит, да, становится все зависит от светового дня. короче, Поэтому темные шторы дома, да, ночные, дают вам возможность, ну, тоже какой-то плюс бонус, 40 да, минут, да, да. такое там. Хотя Плюс биологические часы, 100 к конечно, не сну. обманешь, но тем не менее. Ну, все-таки плюс. Окрошку не собираетесь готовить? Мы как раз перед Как прямым раз, эфиром ребят. сварили картошку на окрошку. Я вчера купила квас, поэтому сейчас как раз после эфира. Как раз буду окрошка, готовить. да-да-да, угадали. Так. Я пробовала отправлять из планшета из 2 телефонов, приходит то же самое, персональных данных. Ну, ребят, вот, значит, какие-то проблемы. Что поделать? Я даже видела на почте несколько писем от иностранцев, что они тоже спрашивают, почему они не могут оплатить PayPal. Вот, в общем, вот такая странность. Ну что ж. Да, да. Ну, что тут скажешь? Все у нас происходит странно в России в последнее время. Какие-то автоконцерны уходят, другие приходят, Да, меняются всё меняется, и что банки, и поделать. платежные системы. Но, в принципе, как там, изменился мир. Изменился очень быстро и кардинально, повернулся прям на 180 градусов. Все очень стало странно и очень непривычно. 2 красивые девчонки в кадре. А вон мальчишка там сзади идет. Вон, нерешительный такой. Идет. Идет? Мысюш, идет мальчишка? Нет, не идет, он передумал. Устали задние лапы. Надо О, какое отдохнуть. платье-то, прям как будто образ принцессы, особенно с распущенными волосами. А, хочу это платье. Ну, принимай заказы, я не Спасибо знаю, что ты. большое. Да, платье я сшила сама, но действительно такое получилось какое-то нежное. Я на самом деле думаю, что это все просто из-за цвета, и из-за его такой текстуры самой ткани, потому что оно, ну, такое все воздушное, легкое. Вот, поэтому оно еще так особенно нежно смотрится. Masha, you look beautiful. Sasha, you're lucky man. Thank you. Yes, of course. Thank you. Какой ты нескромный. Маша из Да, я Campus такой. loves the look. Thank you. Да. Ну вот, у меня выбор отправки только супер стикер и супер чат Токио. Ну, ребят, вот трам-пам-пам. Ребят, да, не мы это придумали, нас все устраивало, и как было и год назад, и задолго до этого. Нас все устраивало. Мы по натуре по своей немного консерваторы. Масюнечка. Котик. Я ничего. Ну, хочешь коробочку порвать, бери. Бери, можно. Зайка. Кирочка так удобно устроилась, она, видимо, решила помочь читать комментарии, довольная. Она вообще очень компанейская девчонка, она сразу, стоит прийти, там, сесть или что-то, она тут же прибегает на ручки, она просто не любит тоже в одиночестве быть. Сейчас она уже у нас спокойно спускается вниз, прибегает Залина Габараева. Спасибо большое. Очень легко прибегает вниз, спускается по лестнице, в комнаты во все ходит, в мою, ну не в мою, а в нашу, где гардеробная там мастерская, на столе там, где что-то можно кроить и шить уже, она, в общем, мне пришлось туда ей постелить ее голубенький пледик, который прислали тоже. Который дельфин. Да, и, в общем-то, она там греется на солнышке, потому что там солнечная сторона, и она с удовольствием туда спускается, лежит там на солнце, спит. Можно открыть балкон попробовать, да? Может, коты на балкон можно. пойдут. Ну, там такое пекло. Сейчас попробуем. Ух, прям вот, ребят, вы себе не представляете, прям жара упала из-за окна. Прям ее даже чувствуешь. Ага. Так, Один кошка пошел. ходит гулять во дворе. Уже про кошку отвечала, пока еще не ходит, но обязательно будет, потому что интерес проявляет, и вокруг дома кружочку уже сама нарезала. Правда, под моим присмотром, но тем не менее. Мы пока, ребят, переживаем еще Кирочку туда выпускать. Ладно, Мэська хотя бы у нас товарищ большой, и к улице приучен, ну, потому что, ну, сами представляете себе, ну, вот посмотрите на это сверху. Вот куда эту маленькую пустить? Это же невозможно. Вот, кстати, вольер вам сверху как хорошо видно, что там успели сделать. Вот. О, Костя пишет. PayPal не уходит из России, но будет переорганизация работы и переоценка ценностей произошла.
Ну, в общем, значит, наладится что-то у них с их деятельностью. Если они с России получали всего 4% прибыли, то как они будут налаживать свою деятельность, как любая коммерческая структура? Они введут какой-то процент за, за транзакцию какой-то. Какой-то ведут процент для того, чтобы увеличить долю прибыли и для того, чтобы был смысл оставаться в России. Соответственно, как сказать, у нас станет чуть меньше денег у всех, кто пользовался PayPal. Ну да. Аннет, thank you very much. А вы Мэйси поймали? Вы Мэйси-то поймали с чистыми лапами? Нет, ребят, не поймали. Это про то видео, когда Мэйски в итоге, когда он гулял во дворе, потом мы зашли домой, помыли лапы, и зашли в одну дверь мы с ним, он выскочил через гостиную. Гостиную через террасу. Гостиную через террасу. Конечно же, ну что, мы решили, что мы пошли ужинать, а он пускай гуляет дальше. Ну, мы по факту, да, мы поужинали, он пришел, там уже поймали, перемыли по новой. Ну, это было смешно. Мы сначала не могли загнать его домой, ходили кругами, тут я пошла его вот каким-то образом уговорила, и вот. А от кого сообщение я не вижу? Ирина увидела. Ага. У меня в чате тоже выбор между суперстикером и суперчатом. В описании к прямому эфиру по первой ссылке донат есть возможность отправить, но сообщение не до конца я увидела. Но, в общем, я так поняла, что с PayPal теперь нельзя отправить. А мы куда? А там прохладно. Зря я, видимо, окошко открыл. Зато Кирочку он как жарой вообще прям. У нас собака очень не любит медицинские процедуры и всячески им сопротивляется. Можно ли пытаться ее успокоить с помощью угощений? Или это будет воспринято как поощрение такого поведения? Я думаю, вы не успокоите ее с помощью поощрения. Понимаете, дело в том, что, то есть... Как-то, немножечко к истокам дрессуры, да, у нас с вами дрессура зависит от чего, то есть поощрение за что дается, действительно, за правильное поведение, да, за то, что она что-то исполнила, что вам нужно. Если же она у вас устраивает истерику в ветлечебнице, там, да, не знаю, кусает врачей, не хочет делать прививки, там, ну и тому подобное, вот, поощрить ее после этого будет, конечно же, неправильно, потому что воспринято будет, вы правильно все сказали, будет воспринято как поощрение подобного поведения. Вот. В этой ситуации нужно немножко менять само отношение к клинике, да, то есть это немножко длительнее, более длительная такая процедура, да, ну, во-первых, то есть приучение к клинике и... Нам нужно с вами что сделать? Нужно создать стереотипное поведение в плане того, что клиника-это положительно. Вот. Ну, во-первых, что бы начал делать я? Я бы начал гулять, если, опять же, клиника где-то недалеко от дома, если вы ходите в ближайший, я бы нарочно проложил маршрут прогулки рядом с клиникой. И когда бы мы проходили около клиники, я бы собаку, например, там усаживал, то есть недалеко от дверей клиники, буквально там в 5-10 метрах от них, вот, давал бы команду какую-то самую простую, буквально там сидеть, ну, которую животное выполняет лучше всего и с удовольствием. Давал бы эту команду и поощрял бы тогда лакомством, да, то есть сначала бы потихоньку приучил ее к этому месту. Вот. Второе, что бы сделал в этой ситуации, я бы принес что-то из клиники. Вот. Что-то пахнущее из клиники принес бы и положил бы дома, была бы возможность, упаковал бы это в любимую игрушку. Ну, то есть, если есть там, например, какая-то игрушка, в которую можно это засунуть, то есть... В клинике же даже можно купить игрушку какую-то собачью, там же обычно при клиниках... При клиниках бывают магазины, Маша, не всегда магазины есть, вот, то есть я именно взял бы что-то, что в клинике находится постоянно, то есть вещи, которые там пробовали достаточно долго, да. У врачей попросить бинт. Бинты лежат распакованы, лежат в общем шкафу, лежат упаковками, то есть для быстрого использования. Они пропахли достаточно хорошо, то есть пахнут они вот это вот стерильным воздухом, привычным к клинике. Подумать, я не знаю, там те же самые бахилы, в которых ты был, там, или что-то такое принести. Бадик пишет, крутые видео. Бадик, спасибо большое. Нет, бахилы у нас сделаны из пластика, они запах в себя не впитывают, то есть нечем впитывать, нет пор для пластика, поэтому что-то должна быть тряпочка, бумажечка, что-то вот подобные вещи, то есть вещи, которые гидрофобные, которые в себя способны впитать и запах в том числе. Вот, это второе, что бы я сделал. Ну и третье, то есть, что бы делал, то есть, я до клиники, во-первых, что бы делал, я бы собаку очень сильно выгуливал.
прям сильно, если вы гуляете час, перед тем, как ехать в клинику, я бы это сделал бы это в 1,5 часа, то есть, чтобы умотать животное вот, буквально вот так, чтобы оно было после прогулки у вас положительные эмоции, потому что собаки очень с удовольствием ходят на прогулку, и записывался бы в клинику так, чтобы часы выгула совпадали с часами похода в клинику. То есть, еще бы на биологических часах сыграл. Вот. Ну, вот таким бы способом действовал. Но, опять же, ребят, вы простите, если вдруг я отвечаю немножко не на ваш вопрос или куда-то в сторону ухожу. Дело в том, что действительно 2-3 строчки текста, а я уже додумываю все дальше сам, и не факт, что я додумываю правильно и действительно правильно воспринял эту ситуацию из того, что мы прошли. Алексей из Африки, про которого вы говорите, это Living with Lions. В Инстаграме, да, именно так называется его страничка. Алексей Тихонов, да. Алексей Тихонов. Наш хороший друг, товарищ, который сейчас нам тоже на этой неделе очень здорово очередной раз помогал. Ну, спасибо, Лешке, огромное. Человечище. Мечта прям попасть к нему в гости туда. Он, кстати, приглашает, но у меня нет возможности, я не выездной, у меня Мэйська. Кошка именно играет с едой, подхватывает ее когтем, подбрасывает, может лечь на спину и перебирать кусочек лапами. При этом игровых моментов в ее жизни предостаточно. Играем с ней и мы, и второй питомец, второй кот. Костя пишет. Сейчас я вернусь к этому. Для донатов из Европы выбирайте Software Banking. Там выбор страны и вход в ваш онлайн-банк. Все страны ЕС. А для Америки? Да, еще какой-нибудь способ использовать? Какой-то хочется универсальный, чтобы всем было удобно, поэтому вот надо, нужно смотреть, что-то выбирать. Я не понял, это вопрос сейчас Кости был? Он вообще, знает. Как бы это сказать, вполне вероятно не знает. Он собрал всю справочную информацию за кратчайшие 30 минут и выдал квинтэссенцию ее, еще и за это и денег заплатил, самое удивительное. А по сути мы должны были это сделать ему. За такую замечательную услугу. Костя, спасибо огромное. Вот, у меня есть полкота. Вон. What do you need that we could send to you? Да что же это такое? Опять, что вам нужно, чтобы мы могли отправить вам? Ребят, спасибо огромное. Вот, кроме рыжего ошейника, как Саша не скажет, да, ничего не нужно. Ну, если только, может быть, кусочек сыра. Не доедет, жара лето. Не доедет. Да. Это зимой, ребята, сыр присылали, он доезжал без проблем, а сейчас летом не доедет. Тем более, когда у многих жара, мы сегодня, как выяснили, и за 50 переваливает. Да, жара, конечно, адская. Вы влазите на опасную территорию, военные квасы и кефир в окрошке. Слушайте, на самом деле... Поребрик, бордюр, да, начинается. Деле... iPhone, Samsung, оливки, маслины. Всегда ела окрошку с квасом. Когда однажды на море я попробовала окрошку на кефире, мне безумно это понравилось, и приехав домой обратно, я ела ее какое-то время только на кефире. Есть люди, которые едят окрошку на минеральной воде. Минералка и там сметана. То есть тоже. У меня есть пара знакомых, которые окрошку есть не могут, они едят салат и запивают его квасом. То есть на вкус и цвет товарищ нет. Мы с Сашей любим классику с квасом идеально, с бочковым, но бочковой квас, за ним нужно тоже куда-то специально ехать. Обычный квас можно купить вон в ближайшем магазине у нас там в той же самой деревне. Вот, поэтому с квасом максимально похожим на бочковой. И вот единственное, что мы не любим в окрошке, это хрен, горчица, вот это вот. Да, вот это я не люблю, когда добавляют. Каких-то любят добавлять такие вещи, вот прям нет. Раньше, да, очень часто же, пока карантина не было, пока все было открыто, на бизнес-ланче ездили в кафешки куда-то, и окрошка летом это одно из дежурных блюд, сами понимаете, бизнес-ланч это, выбор там очень небогат, хорошо, если тебе 2 первых предложат на выбор, а не одно единственное. Вот на Тане или Айране тоже делают. Вот Тан Айран я обожаю пить так, но вот в окрошку нет, я все-таки сторонник классической. Ну это, ребята, знаете, это то же самое, можно сейчас устроить войну салатов. Оливье, зимний или столичный. Все, чем оно отличается, это видом мяса. В оливье там колбаса, в столичном курица, в зимнем мясо отварное.
Ну, это просто 3 разных салата, на мой взгляд, несмотря на то, что все остальные ингредиенты идентичны. Единственное, что я вот, скажем так, для меня прям вот очень важный момент в окрошке, чтобы она была крупно порезана. То есть вот как в кафешках в тех же самых подают тертые на терке, вот терпеть не могу. Для меня прям это должно быть все кубиками порезано. Солидарен, кубиками. Окрошка должна Да, быть кубиками. да. Еще очень часто в кафешках что-то дошли на гастрономическую тему, сейчас такую начали, да. Винегрет тоже. Очень часто в кафешках его натирают, они кубиками режут. Тоже не очень вкусно. Еще не люблю, когда винегрет делают белым. Ну, знаете, да, что если до свеклы заправить салат маслом, то он красным не становится, он становится такой белый, свекла не красит остальные продукты. Я вот наоборот так не люблю, я люблю, чтобы оно все было красное. Мы любим сначала положить свеклу, и потом уже все остальное, Да. ингредиенты, чтобы это все стало красным. Да, это Ну, кстати, вкус от этого ни капли не меняется у салата, но визуально он становится как-то, ну, не знаю, для меня более аппетитным. Кстати, проверяли. Знаете, еще важный момент такой тоже, когда готовишь щи, кто-то режет капусту, то есть отрезает пополам качан, то есть вот у тебя пол капусты, и просто вот так вот его нарезают, ну там, например, поперек, вот так, то есть, ну, получается, грубо говоря, как вот полукольцами, да, и еще поперек. Вот так для меня капуста в щи неприемлемо таким образом нарезанная. Это должно быть прям, вот вы берете вот этот пол этого качана, и вот срезаете вот так вот по кругу с нее, как бы шинкую вот таким вот образом. Вот это вот принципиальный момент для меня в щах. Вот я не знаю почему, у меня бабушка так готовила, мама так готовила, и я пробовала щи с капустой с такой и с такой, мне кажется, они разные, ничего не могу с этим поделать. Капуста не такая вкусная, когда вот она порезана просто вот так вот ровно, нежели когда она вот так вот по косой, как бы Слушай, так это к этому как раз добавлю немножечко. Ученые проводили эксперимент. Вот, ну, эксперимент достаточно известный, я думаю, что многие его уже знают там, да. Если пища разложена красиво на тарелке, то есть украшена, человек съедает на 20% больше. Для насыщения ему требуется на 20% больше, чем если бы она была, ну, просто наложена. Просто наложена? Да. Так, для тех, кто хочет передать донат Месси, вот мой биткоин кошелек. Еще, кстати, спрашивали, я сейчас тоже вопрос увидела. Кира, загорает ли ее кожа на солнце? На солнце она не темнеет, не становится там, цвет загара никакой не приобретает, она краснеет, когда она лежит на солнце, вот, и сфинксы могут обгореть, то есть, вот, ну, на прямых солнечных лучах лежать им тоже долго вредно, вот, то есть покраснеть, да, солнечный ожог получить может, но загар нет, загар не получается. Маша, можете ли показать как-нибудь свою мастерскую? Ребята, обязательно покажем, поделимся нашей, и как выглядит гардеробная мастерская, все покажем. Пока еще там нет некоторых нюансов. Рауль Шарма, Мэйси, Маша и Саша, love, lots of love, love from... Что это за... Какой флаг какой страны? Я не увидел. Thank you, dear. Я не увидел. Может, нет, Израиль синенький, а этот оранжевый в общем... Thank you, dear friend. Да, я же сказала. Саша классный, да, я такой. Мы улыбнулись. Почему Саше никто не скажет, что ему очень идет тату на руке? Были уже такие сообщения, я просто забыла зачитать. В голове, ну, я их увидела глазами, но забыла. Спасибо огромное. Масяну в студию, please. Так вот же он. Вот он. Вот пол кота есть. Да, лежит. Вы просто его не вы целиком хотите его? А у нас пока только половинка кота. Просто. Индия. Это флаг Индии. Флаг Спасибо, Индии. дорогие. Спасибо, что подсказали. Тут все у нас. Только Спасибо я в кадр за пока не ответ. вхожу. Я надеялась, что Кирюша станет шоколадкой к концу лета. Нет, ребята, нет, к сожалению. Привет вам из Азербайджана. Спасибо большое. Вам тоже большой привет. Так, сейчас я хочу почитать, кто-то что-то прокомментировал по поводу окрошки, там, салатов и так далее. Флаг Индии был. Так. Почему давно не давали Масяну креветок? Ребят, мы просто не снимаем, ну, просто как бы не будем же каждый раз снимать по этому поводу видео, поэтому вот. Вы оба славные ребята. Семья в полном составе, обожаю вас. Так, с хефиром. Кирюха вкусно. намывается. Браво, Саша, 5 баллов за эстетику блюда. Благодарю.
окрошка на подкисленной воде, а огурцы и редис пополам кубиками и на крупной терке. Ну да, у всех вот разные вкусовые предпочтения, поэтому... Рауль опять пишет. Some love from India. You are all famous in India. Oh, but I love in Canada. Thank Canada. you. Canada. Супер. Thank you. А, Мария, уважаемая, а Да. ты не посмотришь, который час? У меня такое ощущение, что... 3, да. Да, что мы опять заболтались. У меня тоже уже, как у котов, внутренние часы срабатывают. А литовский холодник пробовали? Если да, то нравится ли вам? Я О, обожаю. ребята, холодник? Ну, я же из Белоруссии. Поверьте мне, я прекрасно знаю, что такое холодник, и свекольник, и холодник. Вот, пробовали. Очень много у белорусов блюд, которые заимствованы у прибалтов. Ну, вы знаете, да, что, во-первых, пограничное государство — это Польша. Очень долго, то есть, Беларусь находилась под, как сказать, там, под управлением Польши, то есть шляхтичей, да, и у нас, где мы жили, и замки, и с Машей, мы, помню, ездили там в Несвежский замок, ну, то есть вот то, что осталось еще от панов, от поляков, то, что осталось. Вот. Очень много блюд есть заимствованных и у украинцев, и у прибалтов, вот. Пробовали и готовили. Свекольник в этом году не делали, и, честно говоря, мы опоздали уже с молодой свекольной ботвой, вот его не делали. Но зато меня тут сосед научил готовить лопухи. Надо попробовать. Да, ребят, берется основание лопуха молодое, я вам сейчас расскажу, Костя пишет, прочитаешь? Сейчас, мне еще. Некоторые гении, такие как я и Саша, страдают слишком заниженным самомнением. Ой, красавцы, парни. Ну, спасибо, мы знаем. Ну все, сейчас весь народ со стрима всю неделю будет есть окрошку в разных вариациях. Итак, давайте все-таки лопухи покосим во дворах. Берется основание лопуха, то есть черенок. Главное посмотреть, чтобы шкурки не было, ну, то есть чтобы молоденький был лопух, молоденький. Вот. Его вот эти вот черешочки заваривают, то есть опускают в кипяток на 5 минут, потом достают, отдельно на сковородке жарят лук, обжаривают. Дальше туда черенки лопуха, посолить, поперчить по вкусу, говорят, получается вкусно, ум отъешь. Я еще не пробовал, я точненько узнал рецепт. Вот. В детстве, да, мы лопухи, то есть такие вот молодые, пробовали, кушали. Это так, ну, в детстве, что мы только не кушали, на подножном корму все-таки жили. Домой не загнать было. Было другое время. В смысле, не было мобильных телефонов, спасибо им за это, что они появились так поздно. Что мы гуляли все-таки на улице и кушали лопухи. Вот. Тут уже такое взрослое более блюдо предложили. Вот. Человек, причем сосед, кушает его постоянно и говорит, это очень вкусно. Мы еще не попробовали, попробуем, вам расскажем. Я тоже в окрошке люблю раздельное питание. Салат запить квасом. Вера Б. With love and respect from Melbourne, Australia. Thank you, dear. Thank you very much. Так, тоже люблю в окрошке раздельное питание. А селедка под шубу ты точно на терке или как? Точно на терке, но на крупной. На мелкой не люблю. Так. Все-таки тактильное ощущение во рту, вот как продукт нарезан, тоже имеет значение. И достаточно большое. Гений пишет тоже. Проскочило сообщение. Смысл сообщения был в том, что каленые израильтяне тоже удивляются, зачем вы салат запиваете водой. Квасом, в смысле. Так, сейчас у всех слюни потекут. У меня девушка знакомая живет в Таиланде, ребят. И она рассказывала, когда захотела угостить знакомую тайку салатом, то есть это селедка под шубой как раз была. Вот. Что удивительно, я ни одного иностранца угощал селедкой под шубой, но сами знаете, к нам приезжали неоднократно новостные всякие передачи сюда, то есть с разных стран. Вот, ну и Германия, и Англия, там, я не знаю, Япония. Мы всех угощали селедкой под шубом. Ребят, всем нравится. Всем этот салат нравится. Все удивляются и очень нравится. И второе, что всем нравится, это почему-то наша солянка, суп-солянка. Вот, да. Поэтому, если у вас друзья из-за рубежа приезжают, ну, то есть, которые с русской кухней не знакомы, вот эти два блюда прям must have.
Ну или как там, рекомендую дать попробовать, им понравится. Так вот, про Тайку, которая захотела угостить соседку селедкой под шубой. То есть ингредиенты все есть и русский магазин, то есть проблем с этим никаких нет. Вот. Вопрос не в том, что понравилось или не понравилось блюдо, да, а Тайка очень удивлялась. Это зачем же тратить 4 часа для того, чтобы сготовить просто салат? 4 часа времени на обычный салат. Для них это вообще непонятно, неприемлемо. Для них салат это то, что можно порезать за 5 минут и не более того. А такие сложные салаты, это как там, расточительство времени. Да. Но они воспринимают это именно вот так. Это я так запомнил этот рассказ. Вы каждый раз должны снимать Месси с креветками. Зрители требуют. Все понятно? Да там уже вот посмотрите, какие щеки. Вот такие щеки. Вон какие. Спасибо вам большое, ребята, за комплименты по поводу моего сегодняшнего наряда, и как мне идет, и какая молодец. Спасибо огромное, безумно. Я думаю, что надо уже говорить ребятам до свидания, наверное, да? Да, уже все проголодались. Все проголодались, мы это так еще ведем эфир в не самое удобное для людей время, хотя, в принципе, если кто-то смотрит на телеке, на кухне, прям самый то, под обед. Так, и все требуют обещанный поцелуй нос-глаз. Сейчас будет. Сейчас передаю камеру главному оператору, Мария. Так, кто пропустил, что делать с лопухами, перемотните потом немножко назад, это будет почти в самом конце прямого эфира. Что сделать? Как кушать с лопухами? пропустила. Так, все бежим пробовать лопухи. На следующем стриме делимся своими рецептами, кто как вкусно приготовил и как-то там, ну, в принципе, это вкусно или нет. Потому что, как я уже говорил, на вкус и на цвет все фломастеры разные, поэтому вот то, что соседу моему очень нравится, не факт, что понравится мне, но попробую обязательно. Да. Да, зайка? Котик сладкий, котик. Щеку, мой хороший. Давай, целуй его скорее, целуй. Давай нос глаз. Нос глаз. Нет, хочу нос глаз. Давай язык. Давай язык. Доставай язык, доставай. Нос глаз. Ай, не видно языка. Зацелованный котейка. Это за все ваши просьбы поцеловать кота. Сашуля просто зацеловал его. А ты что спрятался теперь? Выходи. Выходи уже все. Все Выходи, закончилось. кот. Выходи, все закончилось. Выходи, говорю. Я здесь нет. Кукусики. Так. Их. Мы с Кирочкой тоже передаем вам большой-большой привет. Всем, кто к нам только присоединился, кто только пришел, кто только начал смотреть. Всех обнимаем. А парней на фоне туалета. Ну, сейчас, подождите. Кирочка вот тут задремала. Вот. Всех обнимаю, всех целую. Переключаюсь на мальчиков. Ребята, всем пока. Рады были сегодня с вами. Масюш, скажи всем до свидания. Всем пока.